Самая недооцененная игра серии Total War. Attila Total War стартует в Steam в феврале 2015 года с 26 тысяч одновременно играющих в день и сразу падает до 6 тысяч игроков уже в апреле того же года. И больше это число не поднимается, если не считать незначительных всплесков, связанных с выходом DLC. Да даже Рим 2, уж сколько на него было негативных отзывов и хейта на старте продаж, на протяжении всего периода времени до выхода Warhammer был на первом месте по количеству одновременно играющих со стабильными 10 тысячами игроков в сутки. Ну а уж после выхода Warhammer стало совсем понятно, что исторические игры, по-настоящему исторические, массовому потребителю не очень-то и нужны. На сегодняшний день Attila — это последний полноценный исторический Total War, еще не пораженный в сердце аркадными механиками и детсадовской анимацией. Хотя уже заметными какашечками на рукаве. И это самая недооцененная игра серии Total War во всей франшизе. Есть одно мнение, что плохая оценка обществом Аттилы связана с техническими проблемами, с плохой оптимизацией. Но вот прошло уже 5 лет. Игра отлично играется на современных компьютерах, а по-прежнему любители исторических игр Total War больше предпочитают Рим 2, у которого, напомню, тоже были большие проблемы. В 2020 году даже Medieval 2 и Empire вышли вперед по сравнению с Аттилой, вероятно за счет модов. Это, конечно, статистика по всему миру, у меня нет статистики по странам СНГ. Тем не менее, я читал похожие отзывы и в русскоязычном сообществе, и в англоязычном. Другое мнение, которое встречается довольно часто, и, как я подозреваю, было впервые высказано на каком-то популярном дилетантском ресурсе, теперь везде бездумно повторяется, можно проиллюстрировать комментарием под одним из моих роликов. Влад Хоган 2 года назад. На мой взгляд, по функционалу, безусловно, Attila гораздо сильнее, но исторический отрезок сер и уныл, что играть в него нет никакого желания. Рим базируется на созидании империи с нуля, предоставляя игроку фракции на любой вкус: Карфаген, Рим, Диадохи, греческие полисы, Армения, Парфия. Каждая фракция имеет свои особенности, свои постройки, свои юниты. Какой же выбор нам дает Attila? Две состоявшиеся империи, занимающие 75% всей карты, и кучу однотипных варваров с кочевниками. В Attila банально неинтересно играть, ибо вся игра построена исключительно на вечных сражениях. Эх, если бы Второй Рим имел политику Attila, это была бы совершенно другая игра. Ну что ж, политику, имеется в виду внутренняя политика, в Рим 2 добавили. Получилось забавно, так как множество игроков взвыло, что теперь невозможно играть из-за необоснованной сложности. Вообще комментарий прекрасен. Тут высказано 3 разных причины, и только одна попадает в десятку. Вторая неверна совсем, и третья лишь нащупывает часть очень глубокой проблемы. Абсолютно неверно утверждение, что в Attila небольшое разнообразие фракций, построек и юнитов по сравнению с Римом 2. Также абсолютно неверно утверждение, что Attila — это не про создание империи с нуля. Как раз Attila — это игра про великое переселение народов, и как раз в Attila империи создаются абсолютно с нуля. Просто они создаются на обломках старых империй. Игра в какой-то мере ломает стереотип понятия создания с нуля, и многие игроки с этим не согласны психологически. Что касается разнообразия, так это вечная тема. Подобный упрек можно услышать и по отношению ко второй моей любимой игре, Сёгуну 2, в которой есть только по-настоящему различимые по функционалу юниты, а не различные вариации парней с копьем и матрасом вместо щита. Да даже если банально посчитать количество различных фракций, юнитов и построек, то разница будет невелика, либо вообще не в пользу Рим 2. Рим 2 – 13 культур. Рим, Карфаген, британские племена и германские племена имеют по сути одну фракцию. Attila – 9 культур. И только сасаниды имеют одну фракцию. При формально небольшом преимуществе Рима 2 это вообще-то паритет. Да, еще и при учете, что пустынные фракции сделали играбельными совсем недавно, удивив всех игроков столь поздним DLC. Ну а собственно почему нет, если игра популярна? До сих пор самая популярная из исторических Total War. Если сравнить две одинаковые культуры в Рим 2 и в Attila, то в Риме 2 свебы 65 юнитов, 183 постройки, Армения 46 юнитов, 186 построек.
то время как Аттила у свебов 43 юнита, 331 постройка, и у Армении 37 юнитов и 314 построек. То есть ни о каком тотальном доминировании разнообразия не может быть и речи. Если вас смущает, что разнообразие юнитов в Рим 2 чуть-чуть побольше, то вспомните, например, что в Риме 2 нет самостоятельных моряков. Есть только те же юниты на кораблях, только в меньшем количестве. Это относится и даже к ардиеям, самой морской фракции в игре. Они просто посадили на Пинтеры и Гемиолы те же самые юниты. В Аттиле же отличается и иконка юнита, и моделька юнита, и название, и характеристики. То есть это полноценно другой юнит. Говорить об одинаковых юнитах с копьем и разной величине матраса вместо щита я специально не буду. Уничтожен целый отряд! Корабль горит! Противник идет на абордаж! К бою! Более того, если пойти дальше, то внутри одной культуры именно в Аттиле фракции различаются гораздо сильнее, чем в Риме 2. Например, в Риме 2 гальские племена Бои, Нервии, Арверны и Галатия намного более похожи друг на друга, чем фракции Великого Переселения Остготы, Вестготы, Аланы, Свебы и Вандалы, или чем Лангобарды, Бургунды, Саксы, Алеманы, Франки. Это видно, если зайти в их линейку войск. А так называемые кочевые племена Рима 2, царские скифы, Роксоланы и Массагеты, больше похожи друг на друга, чем гунны и белые гунны. Так что я считаю, что этот аргумент несостоятельный. Аттила ничуть не менее разнообразна по постройкам и юнитам, и во многом даже более разнообразна. Таким образом, фраза, что в Риме 2 каждая фракция имеет свои особенности, а в Аттиле нет, несостоятельна. В Аттиле 9 культур. Римская культура имеет 2 фракции, которые сильно друг от друга отличаются географически, по врожденным особенностям, по линейке юнитов, по религии в конце концов. Религии, кстати, вообще нет в Риме 2. Появляется в DLC Расколотая империя, но в обрезанном виде. Кочевые фракции гуннов и белых гуннов также отличаются радикально по линейке юнитов. Гораздо более, чем царские скифы от Роксоланов в Риме 2. Также гунны и белые гунны имеют совсем разные особенности фракций, которые значительно меняют стиль игры и предпочтительную географию действия. Гораздо более обоснованным выглядит заявление, что исторический период в Аттиле сер и уныл. С этим сложно спорить. Можно утверждать, что это не так. И, конечно, это не так. Но для игры, для массового потребителя, это истина на 100%. Многие люди, что первый раз услышали про игру Attila Total War, отнеслись к ней с сомнением. Типа, что? Это игра про закат Римской империи? Ну, не знаю. Это, знаете ли, сразу настраивает на определенный лад. Мрачные безрадостные перспективы, развал, разруха и постоянные мятежи. Низкий общественный порядок и коррупция. Да кто хочет с таким справляться вообще? Гораздо же легче из сарая планомерно строить мегаимперию, прямо в стиле игр «Цивилизация». С условием, конечно, что рядом все фракции тоже начинают с сарая. Вообще, я считаю, что исторические игры Total War, я говорю именно о Total War, только тогда интересны массовому, подчеркиваю, именно массовому потребителю, когда потребитель знает историю, на которой они основаны. По-настоящему прославленных исторических периодов не так много, это и есть так называемая массовая культура. Период Римской империи будоражит умы подростков, которые грезят себя великими цезарями и ганнибалами, и хотят или повторить их путь, или побить этих героев древности. Ну а если древняя историческая фигура неизвестна, то интерес резко снижается. Многие ли знают про Стилихона или Велизария, многие ли помнят, кто такие Аларих или Фарамонд. Да даже не в конкретных исторических фигурах дело. Играя в Рим 1, мы умилялись, если видели на карте знакомое имя, но не более того. Важно в целом, о каком периоде игра, какие империи тогда были, какие войска, какие знаменитые сражения. Про уничтожение Западной Римской империи большинство людей знает только то, что оно было. Что потом было в темные века, мало кто знает и мало кому это интересно. Речь идет даже не о слабом знании истории, а именно о прославлении исторического периода, о том, какие вызовы пришлось преодолевать людям того времени, об их героизме. Исторический период, о котором повествует игра Attila, просто неизвестен массовому игроку. Те обрывки, которые все помнят,
не только не привлекают, но и отталкивают большинство из них. Ведь о чем думает 2 из 3 потенциальных домашних стратега? Они думают о том, что это игра, где происходит закат одной из величайших империй мира, а это грустненько. Если в Рим 2 вам давали возможность построить великую империю, то здесь вам даже не дают толком эту империю разрушить. Западная Римская империя в игре Аттила так слаба, что часто разрушается из-за того, как многие игроки успевают подвести армии к ее границам. То есть нельзя даже толком себя почувствовать разрушителем Рима. Это, кстати, одно из первых серьезных замечаний, с которыми я согласен почти полностью. Почему почти? Ну, просто потому, что разрушить Римскую империю в этой игре еще как можно. Просто очень немногие знают, как вообще играть в любой Total War так, чтобы это приносило максимально большое количество удовольствия. Для новичков, именно для новичков это важно. Скажу просто. В целом, игра не про Рим. Вернее, не только про Рим и не столько про Рим. Игра должна быть, и по факту она такая и есть, про образование нового мира, про новые государства, про новые империи на обломках старой. Тут новые герои и новые великие полководцы. Мир, когда пришел Аттила, интересен целым рядом потрясений. Тут вам и глобальное похолодание, климатический пессимум раннего средневековья, так называемый, от чего снижается показатель плодородия, и механика игры начинает отнимать у вас еду и доход по достижению определенного года игры. Тут вам и великое переселение народов, которое началось не только из-за гуннов, но и из-за того самого похолодания, а также из-за слабости Римской империи. Тут вам и нарождающиеся скандинавские походы викингов, тут вам и окрепшая империя сасанидов, ну и гунны, белые и черные, бегают туда-сюда по карте и разносят все, что плохо укреплено. Настоящий безумный замес. Так что само создание игры по такому историческому периоду, мрачная гнетущая атмосфера, слабое продвижение игры без помощи профессиональных историков, популяризаторов истории. Ну, за Аттилу. Слабая режиссура вступительных роликов и вообще роликов. Все это просто не дало потенциальному игроку ответить себе на главные вопросы. Зачем я буду в это играть? Какую свою историю я могу построить? Чем моя история будет отличаться от оригинала? Что я могу исправить и сделать лучше? Как я получу доказательства того, что я самый офигенный стратег и тактик? Между тем, ответ на эти вопросы можно было дать, они у меня есть. Тут, я считаю, полный провал именно отдела пиара, который либо слабо взаимодействовал с разработчиками, либо вообще с ними не контактировал. Даже недостойно даже капитана очевидности. Это просто адмирал ясен хуй. Заявление, что игра построена на вечных сражениях, особо прекрасно. Это я все еще про тот комментарий сверху. Первый раз я прочитал и задался вопросом, а что ты хотел от игры с названием Total War? Но потом я понял причину подобного заявления. Он просто не понял игру. Непонимание игры породило плохую стратегию. Плохая стратегия сделала игру невыносимой. Игра стала мучить игрока, но не убивать, не приканчивать. Это большая ошибка разработчиков. Нельзя мучить игрока. Его нужно милосердно зарезать, закончить его страдания. Многие технические и механические решения игры позволяют игроку выживать, обладая минимальными знаниями игры. Например, те, кто много играл в Рим 2, скорее всего, не позволят ей одержать победу. Но очень и очень многие из них не получат удовольствия из-за затянувшейся кампании, из-за повторяющихся сражений, из-за рутины, которые они сами себе создали, того не ведая. Создается впечатление, что разработчики специально так сконструировали механику игры и поведение ИИ, чтобы максимально позволить игроку выживать. Возьмем для примера самое простое. В Empire, Shogun 2 и Attila есть временные рамки, когда нужно одержать победу. Shogun 2 вам даже заявит, что вы проиграли, если не успеете, видел у кого-то на стриме. В Empire вроде тоже можно проиграть по лимиту времени. После таблички, что время вышло и ты лузер, можно продолжить играть, но вы как бы в курсе, что вы проиграли. Attila же вам такой таблички не покажет. Можно выиграть гораздо позже, чем наступает День Победы. Но вы должны знать, вы проиграли, если не уложились в лимит. Я вам это сообщаю. Не благодарите. Игра просто стала немного жалеть бедных детишек, которые могут расстроиться и бросить играть. Так вот, мое сообщение детишкам. Вы проиграли, если затянули кампанию. Не думайте, что если в конце концов вы все-таки увидели табличку победу, то вы побили игру. Нет, игра вас трахнула. Игра заставила вас страдать. Заставила вас ненавидеть создателей игры, которые, по вашему мнению, создали неправильную игру. Это ваш провал. Ну а провал разработчиков в том, что игра не сообщает честно, что дети облажались, а гладит их по их квадратным головам в надежде, что они не бросят играть. В итоге игру все-таки бросают, потому что она становится скучной.
Они считают, что они победили. Но игровой процесс затянулся, стал однообразным, стал скучным. Им и в голову не придет, что они сами в этом виноваты. Игра же сказала, что они победили, значит они умные и умелые стратеги, а игра просто занудная. Также есть возможность победить на следующем дне победы. Так что вы уж постарайтесь уложиться хотя бы в эти рамки. Только тут и условия жестче, и требования больше. Успеете ли, учитывая, что вы не уложились в прошлый лимит? Если это был случайный инцидент, и вы знаете, что вы делаете, то должны успеть. Если же ваша стратегия изначально провальная, то и тут вы облажаетесь. Кстати, хорошо, что есть разделение на малую победу и более долгие победы. Потому что нет такого бреда, как в Риме 2, когда надо захватить 80, что ли, поселений. Просто захватить, тупо покрасить карту. Хотя, по правде говоря, временной лимит на вторую и третью победы в культурный божественный триумф слишком большие. Игра и тут жалеет бедных детей. Продолжая говорить о разнообразии, я хочу больше поговорить о конкретике. Например, играя кампанию за Западную Римскую империю, как ее играет большинство игроков. Они покидают большую часть земель и запираются где-нибудь в углу. Это может быть Италия, Испания, Африка или даже Британия. Ключевое это то, что империя ужимается до небольшого клочка земель, и эти земли игрок начинает отстраивать заново, обороняя несколькими армиями, которые легко могут пойти в любой уголок такого мелкого государства. За снос зданий и покидание земель игрок получает большие деньги. Это механика игры. За снос зданий возвращается часть их стоимости. При покидании земель автоматически сносятся все здания. Таким образом, у игрока есть неплохой банк, и эти деньги можно тратить, чтобы поднять экономику у одного-двух регионов, накопить экономический потенциал, построить армию и снова пойти завоевывать себе империю. Звучит разумно? Для новичков, да. Я видел в Steam руководство, датируемое 1 ноября 2020 года, где офигевший от собственного стратегического гения испанец, я переводил испанский текст звукопереводчиком, рассказывал именно такой способ игры за Зри. Надо ли говорить, что на ютубе присутствуют сотни летсплеев с подобными стратегиями. И все как один, надо полагать, сильно гордятся своей догадкой, как победить игру хитрым покиданием земель и запиранием себя в одном регионе для накопления жира. Безусловно, все они догадались о таком способе абсолютно независимо. У меня нет никаких сомнений. Ну или прочитали где-нибудь какое-нибудь руководство, какая разница. Именно после подобного опыта игры они возненавидят Аттилу. Именно после того, как они отстроят свой регион и пойдут расширяться, они столкнутся с тем, что ИИ уже накопил силы и не хочет сдавать и отдавать свои земли. Тут начинается нытье игроков о том, что ИИ с одного города может содержать 2-3 полных армии. Ну что тут скажешь. Если вас это бесит, не играйте на легенде. Значит, вы недостаточно хороший игрок. Но нет же, каждый игрок мнит себя непризнанным Ганнибалом, и это именно игра виновата, что он не может легко и непринужденно всех победить, проведя одно генеральное сражение. А тут игра как будто заставляет великого стратега проводить по 10-20 битв, чтобы чуть-чуть расширить границы. На помощь может прийти авторасчет, который в каждом Total War работает одинаково, заставляет вас сделать множество армий из однотипных отрядов с максимальным количеством человек, пехота с матрасами, и убивает интерес к игре окончательно. Чтобы не попадать в ситуацию, когда вашу маленькую, но гордую Западную Римскую империю окружили орды бесплатных армий варваров и гунов, нужно просто не покидать свои поселения изначально. Нужно использовать все механики игры, а их очень много, чтобы выдержать натиск, чтобы выстоять и победить. И такая игра, такое противостояние действительно способно вызвать оргазм. С такой задачей не справиться новичкам, просто потому, что тут действительно нужно очень хорошо знать игру. Вспоминая свое знакомство с игрой, я пришел уже опытным игроком в Рим 2 и не понимал, зачем мне играть в Аттилу, точно так же, как все остальные этого сейчас не понимают. Но меня заинтересовало прохождение за Зри известного австралийского ютубера Legend of Total War, где он выполнил вызов «Это Total War», смысл которого в том, чтобы объявлять войну всем фракциям, которые ты знаешь и встречаешь, без разрешения когда-либо заключать мир. Мне показалось это тогда интересным, и я решил повторить такую игру. Мы играем на легенде, напомню. Повторюсь, я вообще ни разу не играл в Аттилу до этого, ни одной минуты. Играл я на новом патче, в отличие от австралийца, что внесло немалое отличие в наше прохождение. Но главное осталось, пришлось проводить очень много битв и сознательно отдавать врагу поселения. Не покидать, нет. Просто удержать все поселения при войне со всеми было тогда для меня нереально. Сейчас могу сказать, что при подобном подходе мало отличий от общепринятой стратегии. Да, есть некий психологический эффект, что все вокруг в войне и могут напасть в любой момент, но это не важно.
Тем не менее, сознательный отказ от части земель, пусть не покидание их, а просто забрасывание, позволяет не только выручить большие суммы денег, но и рационально тратить их на новые важные поселения и армии. То есть, по сути, это все та же нубская стратегия игры «Зазри», пусть и выполненная на высоком уровне. Игра все так же становится рутиной, все так же заставляет проводить миллион сражений и строить армии, специально рассчитанные под авторасчет. В конце концов, я победил и даже получил некое удовольствие. Правда, я не стал себя насиловать захватом всей карты, просто добился малой победы. На 68 ходов позже, чем нужно, но это и не обычная игра, а игра с вызовом. Тем не менее, порцию негатива от рутины я тоже получил. Не надо так играть, если вы только не ютубер, как я. Тогда придется, чтобы впечатлить искушенного на разные извращения зрителя. Позже, набравшись опыта в других прохождениях Атилы, я вернулся к Зри. Немалую роль в этом сыграл русскоязычный ютубер Virtual War Demon, который также на старом патче игры показал великолепную стратегию, вдохновив меня на новое прохождение. Ему удалось на легенде разгромить всех соседей, сохранив все земли к 400 году, это всего 20 ходов, уже штурмовать Кавказ. И это, напомню, тот же патч, что и у австралийца. Жаль, что свое прохождение демон так и не закончил. Добавив некоторые дополнительные вызовы, я сыграл за Зри на легенде без поражений, без покидания земель и выполнил божественный триумф, уничтожив и захватив все фракции, кроме двух маленьких протекторатов. Я не могу передать словами, какое удовольствие я получил от этой игры. И мне реально было жаль, что игра закончилась. Это был совсем другой опыт игры, совершенно другие эмоции. Вторую игру отличала четкая продуманная стратегия, использование всех механик игры, которые, повторюсь, огромное количество. Захватывающее обыгрывание ролей моих полководцев-персонажей. Также абсолютное большинство войн с различными фракциями содержало всего 1-2 генеральных сражения и несколько мелких. Это результат продуманной политики и правильного планирования операций. Исключение, конечно же, это гунны, сасаниды и викинги в начале игры доставали набегами на Британию. Я не буду рассказывать в этом видео о всех механиках игры, так как это займет просто неразумное количество времени. Остановлюсь лишь на некоторых примерах глобальной карты и парочке примеров на тактической карте. Например, возвращаясь к разнообразию построек Атилы. У Римской империи свое уникальное дерево технологий. Огромным отличием является ветка христианских технологий, которая дает глобальный эффект по порядку, но отключает по очереди постройку очень хороших зданий, таких как библиотеки, театр и акведуки. Так как санитария – это важнейшая механика игры, большинство игроков либо вообще не изучают христианские технологии, либо максимально их откладывают. Все это сопровождается проклятиями в адрес разработчиков. Придумать свою стратегию строительства таким образом, чтобы на всей империи построить необходимые театры, акведуки и библиотеки до того, как изучится отменяющая христианская технология, это, видимо, что-то запредельно сложное для большинства игроков. В своем прохождении я построил даже великую библиотеку, возможность постройки которой отменяется сразу первой христианской технологией. Построил и только потом изучил. Также я поступил и с остальными постройками и технологиями. Не в каждом городе нет, но я сделал столько, сколько мне было нужно. Получил отличные бонусы и от зданий, и от глобальных технологий. Замечу, что религию я не менял, остался в латинской вере. Скажите, вам не кажется, что весь этот негатив от сообщества в адрес разработчиков, я слышал бесчетное количество раз упреки именно по поводу вот этих революционных христианских технологий, стал одной из причин, почему мы сейчас имеем в последних играх лишь подобие на выбор технологий и выбор стратегии развития. Сейчас в Трое и в Троецарстве вы просто тыкаете в следующую технологию, выбирая между полезной и бесполезной. И это всего лишь один пример нытья от сообщества, которое упростило современные игры Total War. У Атилы ваше дерево технологий было привязано к вашим планам и застройку. Постройки были привязаны к составу вашей армии и к вашей глобальной стратегии. На все это влияет порядок, санитария, пища для каждой провинции, а не для всего государства, как в упрощенных Рим-2 и Троецарстве. Да и даже все ГУНИ-2 было пищей для всех провинций, не для отдельных регионов. Даже ограничение на количество армий создает для игрока сложность в выборе, в какой регион отправить легион для защиты и контратаки, а где ограничиться постройкой дополнительного гарнизона. Генералы стали родными, как это было в Сёгуне 2. Все перки и трейты стали иметь значение. Появилась возможность дополнительно ставить губернаторов, повышая порядок или другие показатели в провинции. Причем это назначение происходило не пожизненно. Появился четкий смысл их менять и назначать в другие провинции, как экстренного посланника.
Появилась карьерная лестница, и генералы ведут внутреннюю борьбу за должности, создавая дополнительные проблемы, но и получая различные бонусы. Агенты перестали быть несбалансированными вундервафлями, какими они были в Риме 2 и даже в Сёгуне 2. Теперь это полезный инструмент, но требующий продуманной настройки. И все это требовало продуманных десятки ходов вперед, чистая стратегия. Что касается тактических битв, то Аттила в данный момент имеет лучшую механику осадных битв, неплохую механику битв в целом и приличную графику и анимацию. Конечно, это не Сёгун 2, но и далеко не картонная Троя и Троецарствие. Это не выглядит, как будто ребенок сталкивает лбами две игрушки, что мы наблюдаем в последних играх. Ты чё лежишь-то, алё? Дай ему. Ай, блядь. Какой, сука, бред. Бодается, блядь. Давай, давай. О, боже мой. Танк — это последнее, что осталось, да? Гримгар, это твоя добыча. Давай, я даже никого привлекать больше не буду. Отойдите, не мешайте, он сам разберется. Сука, держите меня семеро. Ну давай, давай. Алло. Попердывая, убежал. Паровой танк, блин. Ой. Так, можно чем-нибудь в него, я не знаю, там, дайте ему какой-нибудь катапультой, что ли, сверху. Гримгар, видишь, не может он. Все-таки есть какой-то реализм. Битвы за поселение – это как отдельный вид тактического искусства. Например, римская черепаха, получающая огромный бонус от атак с фронта, может сдерживать большое количество вражеских войск довольно продолжительное время. Баррикада дает огромный бонус стрелкам, которые убивают по 1,5-2 отряда, стреляя сверху прямо в голову. Римские конные разведчики, как любая кавалерия в игре, очень хорошо уничтожают завязшего в бою врага. Тыловой удар в толпу, особенно после смерти вражеского полководца, опрокидывает в бегство всю армию. Также есть другие инструменты, понижающие мораль: свистящие огненные стрелы, умения полководцев, влияние агентов, влияние бонусов фракций. Все это надо учитывать. Вообще битвы в Аттиле отличаются своей скоротечностью, в зависимости от морали войск, и дают большой простор для творчества. Это очень сильно напоминает мне мой любимый Сёгун 2. Роль кавалерии в Аттиле увеличена, что делает бои еще более динамическими, если вы, конечно, достаточно быстры, чтобы управлять конями. Если вообще говорить о свободе игры в Аттиле, то я не знаю более свободной для ваших идей игры в серии Total War. Я не буду перечислять все свои идеи, кто хочет, тот посмотрит. Скажу только, что в последнем своем прохождении за Вестготов я отправился Ордой, еще одна уникальная механика, в земли, где исповедуют темный культ. Принял эту религию и распространил темный культ на треть карты, попутно выполняя миссию для культурной победы. И еще свою собственную миссию по захвату ресурсов специй. Потому что какой темный культ без специй? Таким замечательным образом мы получаем сложную, продуманную, по-настоящему стратегическую игру, которую абсолютно не оценило сообщество Total War. Игру незаслуженно ругали и продолжают ругать слабые аркадные игроки, своим хоровым блеянием заставляя разработчиков выпускать игры типа Warhammer, Трои и Троецарствия, в которых средний игрок легко может почувствовать себя великим полководцем. Да, я могу ответственно это заявлять, ведь я выполнил во всех перечисленных играх вызовы этой Total War и побеждал игру раньше, чем большинство игроков заканчивало регулярную кампанию. Так что я знаю, о чем я говорю. Очевидно, что со мной многие не согласятся, но это, как я считаю, из-за их убогого стиля игры. Стиль игры, который уничтожает их возможность получения удовольствия от игры. Так же, как бесконечный сухой анонизм. Стиль игры, который заставляет разработчиков идти на поводу у стада, чтобы стадо позволило им продолжать себя стричь.